Привет, дорогие друзья! Это 9-я часть расследования про наркокартель Химпром. Наркокартель, который захватил Украину и активно выходит на рынок Европы. Я думаю, пойдет и дальше. Итак, в предыдущих частях я с фактами и доказательствами фактически доказал, что наркокартель работает не только при сотрудничестве с правоохранительными структурами Украины, при активной помощи украинской власти в тесном содружестве с народными депутатами Украины и другими власть имущими. По сути, это сейчас не будет расследование. Я хочу вам кое-что зачитать. Вы знаете, что на мой дом было совершено нападение. Это нападение было совершено при помощи 6 бутылок с коктейлями Молотова. Это было нападение для того, чтобы убить. Пугают одной бутылкой. 6 бутылок ночью в дом, где живут люди. Это не для испугать. Это для кое-чего другого. Подозреваемый в государственной измене Шарий оказался членом Международной федерации журналистов. Институт массовой информации. Институт массовой информации — это грантовая организация, я вам уже рассказывал, которая работает на территории Украины при поддержке пары западных фондов, которым вообще плевать, чем они занимаются. Эта структура сразу после нападения на мой дом обратилась к международным организациям, к которым обратился я. Однозначно, конечно, я обратился к международным организациям с просьбой поддержать хотя бы просто публично. Потому что это не есть нормально. Нападение на дом с попыткой убить за расследование, которое основано на фактах. Так вот, они не придумали ничего лучше, как практически сразу же, в этот же момент, обратиться к международным организациям с просьбой не защищать меня как журналиста, ибо я не являюсь журналистом. Объясняю почему. Потому что в отношении меня возбуждено дело по государственной измене. Все журналисты, иранские, на которых возбуждены уголовные дела, не являются журналистами. Понятно, что они не могли написать вот это по своей собственной инициативе. То есть даже у самых последних ублюдков не хватило бы, наверное, на это какого-то внутренней подлости. ИМИ обратился за комментарием в Международную федерацию журналистов, действительно ли Шарий является членом этой организации. В ночь на 24 октября 2023 года в Испании неизвестные забросали коктейли Молотова дом Шария. По данным испанского издания El Diario, нападение произошло после расследования в кавычках Шария о якобы наркобизнесе в Украине и Европе. Я никогда не обращался к ним за поддержкой. Потому что я знаю, что там поддержку получить нельзя. Они постоянно лгали обо мне десятилетиями и продолжают это делать. В частности, сейчас называют меня кремлевским, к примеру, и так далее. Да? Но я никогда не думал, что будут удары уже и с этой стороны. Подозреваемый в государственной измене пропагандист Шарий является членом Международной федерации журналистов. Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на свои источники. По информации источников ИМИ, Шарий разослал ряду международных медийных организаций письмо с просьбой о поддержке, в котором он заявил об угрозах в связи с его якобы расследованием деятельности наркокартелей в Европе. Конечно же, не в Украине. Да? Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов и шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе. ИМИ обратились за комментарием в Международную федерацию журналистов. Действительно ли Шарий является членом организации? То есть они додумались глушить меня. Я не просил у них помощи. Но они додумались глушить меня за эти расследования по наркокартелю Химпром. Как рассказала детектору медиа Оксана Романюк, это директор, сообщения в телеграм-канале появились после того, как ИМИ опубликовала новость, в котором взяли под сомнение журналистский статус. Шарий пытается прикрыться журналистским удостоверением, не будучи журналистом. Он является подозреваемым в серьезных уголовных делах, которые, по нашему мнению, несовместимы с профессиональными и этическими стандартами и ответственностью. Они намеренно вставляют палки в колеса для того, чтобы расследования по поводу наркокартеля Химпром были представлены как якобы расследование от якобы журналиста. Да он не является журналистом. Не обращайте на это внимания. Если вы скажете мне, что это не было проплачено самим наркокартелем Химпром, так я скажу, что вы дурак или дура. Они начинают рассылать письма правозащитным организациям с просьбой не поддерживать меня. Что происходит дальше? 3 правозащитные организации отправляют мне письмо. Суть сводится к одному. Что украинская организация, которая соблюдает журналистские стандарты, призвана соблюдать журналистские стандарты, отправила им письма с просьбой не защищать Шария, поставив под сомнение то, что он журналист.
Вот. Они разбираются с ситуацией и так далее. И все. Смотрите, прошло уже много времени. Знаете, сколько организаций, правозащитных организаций выступило с заявлением? Помните, как по Протасевичу, который не написал ни одного журналистского материала и вообще не имел никакого отношения к журналистике. Его просто назвали журналистом. Помните, что произошло? 0 реакции. Но почему на это должно было быть наплевать украинским средствам массовой информации? Ну не мог же картель купить их все, правда? Они не хотят в это вмешиваться. Они молчат об этом. Еще недавно они пиарили акции наркокартеля. Помните, «Сдай барыгу». Об этом на телевизоре рассказывали. Еще недавно в маргинализированное ЧМО, единственное публичное лицо наркокартеля, они показывали, как там какого-то представителя этой акции, да, до тех пор, пока я его на 0 не умножил. Сейчас эта идиотина бегает и рассказывает, я борюсь с картелем и так далее. Он помогал наркотики продавать. Для понимания того, как работают западные правозащитные организации, вот это вот «Репортеры без границ». Они расскажут вам про нападение на журналистов на Мадагаскаре. Они расскажут, что вот израильские политики плохо что-то там сказали. Про Украину, но нет. Они осуждают арест российскими оккупационными силами 6 журналистов и администраторов новостного канала Телеграм в Мелитополе. Вот это они осуждают. Где там еще что есть? Давайте посмотрим свежие заявления. Филиппины. Далее, посольство Беларусь. Ну, конечно, Беларусь. Правительство Бангладеш. Вот все, где, знаете, написал, выступил там как бы в поддержку, но как бы мог и не выступить, и ничего бы не произошло. Конечно же, в отношении России много у них заявлений, очень много. А в Украине все хорошо. В Украине со свободой слова все нормально. И если на кого-то нападают в Украине, то значит за дело. Если нападают на критика украинской власти, то значит так и надо ему. Вы поняли, как они работают? Им все равно, они просто собирают бабло. Никто никого не защищает. Одна мафия. Это просто паскуды. Выражаясь, давайте не будем скрывать, просто паскуды настоящие. Одна организация всерьез вмешалась в мою ситуацию, это ООН. Но ООН на протяжении всей моей деятельности очень внимательно следила за моими расследованиями. Еще раз говорю, я не просил мне помогать. Но я не ожидал, что начнется такой движ для того, чтобы мне мешать. Теперь я вам хочу кое-что зачитать. Журналистский материал. Апостроф. Несколько месяцев назад пропутинский пропагандист Шарий делал вид, что ведет расследование в кавычках в отношении якобы картеля, который действует в Украине в кавычках. Однако целью этой работы, в которую Шарий пытался втянуть уважаемых в Украине политиков и силовиков, было очередное очернение украинских властей. Вот об этом сообщает какой-то важный блогер и журналист. Он отмечает, что пропагандист действовал по заказу кураторов ГРУ. Шарий, являясь по сути шавкой Кремля, журналистский материал, решил измазать грязью и правоохранительные органы, и судебную власть, и окружение президента. Выдуманный, существующий только в воображении фаната Путина Шария, картель мог бы существовать в России, но никак не в Украине. Представить себе, что в обществе, где существуют неподконтрольные СМИ, существовало бы нечто, и об этом никто не писал, невозможно. Здесь же ситуация, один петух кукарекает на лицо. По его словам, Шарий приплел к своему расследованию несчастные случаи с гибелью украинских подростков, срывающихся с крыш. Чтобы обратить на себя внимание, Шарий, по словам блогера, поджег собственный дом. К счастью, испанские правоохранители разобрались, и теперь пропагандисту грозит арест и суд. Институт массовой информации и его глава Оксана Романюк обратилась в международные журналистские организации и правозащитные организации с просьбой не помогать Шарию распространять фейковую информацию. Международные организации заверили Романюк, что на это псевдорасследование никто реагировать не будет. Призываю вас осторожнее относиться к такого рода расследованиям, главная цель которых – порочить украинскую власть в войну. Смотрите, хочется обратиться к этим всем украинским средствам массовой информации, к этим всем организациям. Идите вы нахуй. Что я сделал за время, пока я провел эти 8 расследований? Я фактически подтвердил существование картеля. Я подтвердил, кто является его руководителем, кто является руководством картеля. Я показал, как этот картель взаимодействует с украинской властью. Я рассказал структуру картеля. Я показал и доказал, что они имеют отношение к убийствам, другим страшным злодеяниям. Я показал, как продается наркотики. Я показал, как была устроена пиар-схема этого картеля. Да? Я умножил на 0 Черта, который был публичным представителем этого наркокартеля, и теперь он ищет пятый угол. Самое главное, я рассказал украинскому народу, как это происходит. Украинский народ это понял. И не только украинский народ, но и все, в общем-то, во всех странах бывшего СНГ это увидели,
поняли. Мною проделана огромная работа. Я поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи. Если вдруг ваш ребенок будет приобретать, как и его одноклассники, в школе соли, если вдруг ваш муж, который находится на передке, расскажет, что туда подвозят их уже в промышленном масштабе, вы всегда можете с этими вопросами обратиться к Институту массовой информации, к украинской прессе, к Оксане Романюк лично, к Репортерам без границ, к Amnesty International. Я уверен, они вам с удовольствием профессионально помогут. И я помочь больше не могу. Извините, многие вещи я не озвучивал. То есть я не озвучивал того, как были сожжены все квартиры людей, которые имели в Украине хоть какое-либо отношение ко мне. Я не рассказывал о том, как маленьким детям начинают приходить сообщения с трупами, к примеру, обезображенными трупами. Я не рассказывал о угрозах моим близким, которые они получали на протяжении всего дня, каждую минуту. Я не рассказывал о подготовке других вещей в отношении меня. Я многих вещей еще не озвучивал. Об этом знают там правоохранители Испании и еще одной страны. Полагаю, что сделал очень-очень много. Полагаю, что пробить стену головой не получится. Полагаю, что продолжать подставлять своих близких под смертельную угрозу нет смысла. Все, что хотел сказать, я сказал. Надеюсь, вы мне за это скажете. Спасибо. Пока.